Джип всегда ассоциировался с американским духом. Свобода, ветер в лицо и дороги, которые никогда не заканчиваются. Но времена меняются, и теперь Джип все чаще заглядывает за пределы своего родного континента. И вот вам наглядный пример – новый Jeep Compass 2026 модельного года. Да-да, не просто обновление, а полноценное новое поколение. Причем показали его в первую очередь не в Штатах, а в Европе. Намекают прозрачно. Бренд делает серьезную ставку на глобальный рынок. Это уже не просто рестайлинг. Это настоящий апгрейд, как будто Compass сходил на прокачку. Новый дизайн попал точно в точку. С одной стороны современные фишки, с другой – классический стиль Jeep, который ни с чем не спутаешь. А главное, Jeep уверяет, новый Compass станет на 100% универсальным. Звучит громко, но что это вообще значит? Все просто. Хочешь – бери с передним приводом, хочешь – с полным. По моторам тоже выбор есть. Сразу 3 варианта, чтобы угодить и горожанину, и любителю приключений, и тем, кто живет в странах с разными требованиями. Новый Compass реально подстраивается под тебя, а не наоборот. В общем, Compass готов адаптироваться под любой стиль и потребности. Несмотря на сохранение узнаваемых черт дизайна, новый Compass – это уже совсем другой автомобиль по сути. Он распрощался с наследием Fiat Chrysler и перешел на платформу STLA Medium, которую Stellantis, куда входит Jeep, успешно применил для таких моделей, как Peugeot 3008 и 5008, Opel Grandland и только что выпущенный Citroën C5 Aircross. Внешность нового компакт-кроссовера стала заметно более квадратной, особенно в боковинах и линиях остекления. Этот стиль придает кроссоверу более внедорожный и основательный облик. При этом передняя часть все еще сохраняет фирменные черты Compass. Узнаваемая решетка с 7 вертикальными прорезями и тонкие светодиодные фары делают Jeep узнаваемым. Более угловатые колесные арки подчеркивают новое направление в дизайне и намекают на серьезные внедорожные амбиции. Сочетание городской элегантности и внедорожной прочности особенно заметно сзади. Здесь появляются более строгие и прямые линии, а фонари, объединенные световой полосой, складываются в 2 выразительные X-образные световые подписи. Завершают образ новый дизайн 20-дюймовых дисков колес. При длине 4550 мм новый Compass стал на 140 мм длиннее текущей модели, а колесная база выросла на солидные 159 мм до 2770. В салоне стало просторнее, пассажирам второго ряда теперь дышится свободнее, а багажник подрос на 45 литров. Вдобавок кроссовер стал чуть шире и выше. Теперь его габариты составляют 1900 мм в ширину и 1670 мм в высоту. Возможности на бездорожье нового Jeep Compass улучшены. Теперь даже версия с передним приводом готова к испытаниям. Этому способствует клиренс 200 мм, угол въезда 20, рампы 15 и съезда 26 градусов, а глубина преодолеваемого брода до 470 мм. Режимы движения по бездорожью Select Terrain также будут стандартными для всей линейки, обеспечивая дополнительную поддержку на любой местности. А для тех, кто выберет полный привод, бонус. Угол въезда 27, съезда 31 и 16 градусов рампы. Jeep заявляет, что у новых полноприводных моделей будет еще больше клиренс и проходимость по воде. Звучит многообещающе, но конкретику пока держат в секрете. Подвеску тоже не обошли вниманием. Новые пружины, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости настроены так, чтобы вы чувствовали и уверенность в поворотах, и комфорт на плохой дороге. Jeep пока не делится полными характеристиками силовых установок, но учитывая, что он построен на платформе от Stellantis, можно ожидать, что его моторная линейка будет схожа с линейкой родственного Citroën C5 Aircross. Он включает в себя 1 и 2-литровый трехцилиндровый мягкий гибрид и 1 и 6-литровый четырехцилиндровый подключаемый гибрид с 6-ступенчатой и 7-ступенчатой коробками передач. С двойным сцеплением соответственно. Однако заявленная мощность 48-вольтового гибрида Compass составит 145, а подключаемого гибрида – 195 сил.
Электрический вариант будет доступен в 3 версиях с разной мощностью. От базовой модели с одним двигателем и передним приводом мощностью 213 сил до топовой версии с 2 моторами и полным приводом, развивающий 375 лошадей. Для достижения этих показателей Jeep разработал эксклюзивный для бренда более мощный задний электродвигатель, который добавляет дополнительные 67 сил пиковой мощности и крутящий момент 232 ньютон-метра. В сочетании с задним редуктором с передаточным числом 14:1 это дает мощные 3100 ньютон-метра на задние колеса. Автопроизводитель утверждает, что такая мощность позволяет взбираться на склоны до 20%, даже если на передних колесах нет сцепления. Jeep говорит, что электрические версии Compass смогут проезжать от 500 до 650 км на одном заряде, хотя точные характеристики батарей пока держатся в секрете. Зато известно, что поддерживается быстрая зарядка постоянным током мощностью до 160 кВт. Это позволит восполнить заряд с 20 до 80% за 30 минут. Также будет доступна зарядка переменного тока на 22 кВт. Чтобы снизить энергопотребление в электрических моделях, коэффициент лобового сопротивления удалось уменьшить до менее 0,3. Добиться этого помог целый набор решений. Активная решетка радиатора, плавно встроенная в передний бампер, аэродинамические воздуховоды у передних и задних колес, острые кромки кузова сзади и полностью ровное днище, создающее минимальное сопротивление воздуху. Хотя внешность нового Compass сохраняет знакомые черты бренда, интерьер явно дает понять, что перед нами совершенно новый автомобиль. Уже в базовой версии установлены 16-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и цифровая приборная панель водителя с экраном на 10 дюймов. Jeep не пошел на радикальные изменения. Оставив несколько привычных кнопок на центральной консоли, а переключатель для системы режимов движения и кнопка электронного стояночного тормоза находятся прямо рядом с поворотным селектором передач. Удлиненная колесная база добавляет 55 мм пространства для ног пассажирам второго ряда, а багажник подрос на 45 литров. Теперь его объем составляет 550 литров. Кроссовер получит набор систем помощи водителю второго уровня, а все функции автомобиля смогут обновляться по воздуху, чтобы оставаться актуальными на всем протяжении его жизненного цикла. Новый Jeep Compass 3-го поколения уже почти на старте. Собирать его будут в Италии, а официальные продажи по Европе запланированы на конец года. Но для самых нетерпеливых уже открыли предзаказ на лимитированную версию First Edition. Выбрать можно из 2 вариантов. Первый – с мягким гибридом на 145 сил. Расходует всего 5,9 литров на 100 километров и стоит от 42 400 евро. Второй – полностью электрический, переднеприводный, с мощностью 213 сил и батареей на 74 кВт-часа, который хватает на 500 км пробега. Цена – от 50 400 евро. Спасибо, что остаетесь с нами. Каждое ваше действие, просмотр, лайк или комментарий – это огромная поддержка. Вы помогаете нам становиться лучше и расти. Подписывайтесь, чтобы вместе открывать захватывающий мир автомобилей. Пусть ваши дороги всегда будут безопасными и путешествия незабываемыми. До скорой встречи в следующих выпусках на канале.